В журнале The National Interest опубликована статья Камрана Бахари, доктора философии и старшего директора Института стратегии и политики New Lines в Вашингтоне. Бахари – специалист по национальной безопасности и внешней политике. Статья заслуживает внимания армянского мира для понимания возможного вектора политики администрации Трампа. Ниже приводим данную статью. Стратегия Азербайджана и США в Западной Евразии. Вашингтон мог бы использовать отношения Баку-Иерусалим для сдерживания иранских геополитических амбиций, хотя Иран и вытеснен из Сирии как ревизионистское государство, он продолжит бросать вызов стратегии США в Западной Азии. Между тем, Авраамские соглашения между Израилем и умеренными суннитскими арабскими государствами, хотя и являются жизненно важным и необходимым компонентом региональной структуры безопасности, сами по себе недостаточны. Администрации Трампа необходимо будет сплотить друзей и союзников для достижения своей цели мира посредством силы. В этом контексте стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном может быть выгодным не только для Ближнего Востока, но и для более широких стратегических приоритетов Америки в Евразии. Чтобы справиться со своей недавней значительной стратегической потерей в Сирии, а также на всем Ближнем Востоке в целом, Иран в течение последнего месяца активно выстраивал отношения с Россией и Пакистаном. 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву на свою третью встречу с президентом России Владимиром Путиным за 6 месяцев, где два лидера официально оформили 20-летний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 20 января генерал-майор Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, посетил Пакистан, чтобы обсудить вопросы безопасности и управления границами в тот же день, когда президент Дональд Трамп принял присягу на второй срок. Возглавляя делегацию старших командиров, высший военный офицер Тегерана провел переговоры с высшими должностными лицами пакистанских вооруженных сил, а также с министром обороны и президентом страны. Действия Ирана, особенно его растущие связи с Россией, обязывают Белый дом Трампа мыслить нестандартно. И не нужно слишком далеко ходить, чтобы признать роль, которую может сыграть Азербайджан. Это страна с мусульманским большинством и значительной границей с Ираном. Она отделяет Иран от России, которая активно развивает торговый коридор с севера на юг. Порт Баку также является крупными торговыми воротами для торговли с востока на запад из Центральной Азии. После победы над Арменией в Карабахской войне 2020 года Азербайджан все больше рассматривает себя как восходящую среднюю державу. В то время как Баку все еще работает над достижением постконфликтного урегулирования с Ереваном, он утверждает свою стратегическую позицию. Он выстраивает более тесные связи со своими транскаспийскими соседями в Центральной Азии. Сбитие коммерческого авиалайнера российской системой ПВО в Рождество даже дало Баку рычаг для сопротивления своему агрессивному северному соседу – России, о чем свидетельствует необычно резкий язык, использованный президентом Ильхамом Алиевым в ответ на попытки Москвы отвлечься от ее соучастия в трагической катастрофе. Даже на Ближнем Востоке Азербайджан играет ключевую роль на нескольких фронтах. У него были очень сложные двусторонние отношения с Ираном, но ему удалось избежать конфликта, обеспечивая при этом свои интересы. Как светская шиитская страна, ему угрожал радикальный шиитский исламизм, который Иран пытался экспортировать десятилетиями. В более геополитическом масштабе многолетний союз Ирана с Арменией был главной проблемой для Азербайджана. Возможно, наиболее значимым участием на Ближнем Востоке являются 30-летние стратегические отношения Азербайджана с его ключевым союзником США – Израилем. Азербайджано-израильские отношения сосредоточены на 3 основных уровнях. Баку был жизненно важным источником энергетической безопасности Иерусалима. Напротив, Израиль служил крупным поставщиком военной техники. Разделяя общую угрозу со стороны экспансионистского Ирана, эти две страны поддерживали тесное партнерство, особенно в обмене разведданными, чтобы противостоять усилиям Исламской Республики по проецированию власти в регионе. Ключевым моментом, который следует отметить, является то, что поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Израиль оставались бесперебойными на протяжении 15-месячной войны в Газе.
Это отчасти связано с решением Турции противостоять общественному давлению изнутри. Однако усилия Азербайджана по формированию поведения своего союзника Турции невозможно переоценить. В противном случае правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, особенно учитывая его идеологическую исламистскую ориентацию, может легко перейти к еще более жесткой антиизраильской позиции. Вашингтон мог бы использовать отношения Баку и Иерусалим для сдерживания иранских геополитических амбиций. Азербайджан может стать ключевым союзником, чтобы держать Иран под контролем и поддерживать важный канал связи с Турцией. Хотя Анкара все еще является союзником НАТО, но она стремится утвердиться в качестве регионального игрока, а интересы США и Турции не всегда будут совпадать, несмотря на то, что в настоящее время наблюдается значительное совпадение интересов в отношении Ирана. Поэтому в интересах Америки развивать тесные отношения с азербайджанцами для поддержания баланса сил в более широком регионе, особенно с учетом того, что балансирование Турции и арабских государств Персидского залива становится все более важным. Также крайне важно, чтобы новая администрация Трампа также уделяла пристальное внимание развивающимся отношениям Азербайджана с Россией. Турция уже извлекает выгоду из своих тесных связей с Азербайджаном, чтобы расширить свое влияние в бассейнах Черного и Каспийского морей. Для Соединенных Штатов еще важнее наладить более тесные связи с Азербайджаном, единственной страной в мире, которая граничит и с Россией, и с Ираном. Это не только поможет справиться с обоими нашими противниками, но и помешает их попыткам объединиться против Запада. Геополитика — это очень гибкий процесс. Пока у вас складывается одно представление о регионе и вы готовитесь к миру, создается совершенно другой контекст. На этом фоне обращу ваше внимание на другую статью, которая напрямую связана с вышеупомянутой. Алиев, Трамп и азербайджанский газ. Оценка нового газового контракта Азербайджана и Израиля. Накануне визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США с Дональдом Трампом, азербайджанская госкомпания SOCAR заключила соглашение с компанией Union Energy на приобретение 10% долевого участия в израильском проекте «Тамар». Это одно из крупнейших офшорных газовых месторождений Израиля в Восточном Средиземноморье, а долевое участие SOCAR в газодобывающем секторе является первым за пределами Азербайджана. Оператором месторождения является американская Chevron, которая задалась целью увеличить производительность «Тамар» в 1,5 раза. Эксперты полагают, что Азербайджан в составе консорциума повышает свою роль как одного из ведущих игроков региона, обеспечивающих энергетические поставки в страны Евросоюза. Действительно, выход Азербайджана в фазу кооперационного взаимодействия с Израилем в сфере энергетики является серьезным признаком появления новых элементов в его внешней политике на Ближнем Востоке. С другой стороны, Азербайджан получает шансы для укрепления своих позиций в Европе не только исключительно в сфере обеспечения энергобезопасности ЕС. В этом смысле SOCAR становится одним из инструментов внешней политики страны. Не случайно и то, что бросок в Восточное Средиземноморье Азербайджан стал осуществлять в момент прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в ситуации сложного регионального положения Израиля из-за ситуации в Газе и несмотря на осложнения в турецко-израильских отношениях. И если отношения между Турцией и Израилем развиваются по синусоидной линии, стороны то быстро ругаются, то быстро мирятся, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, публично проклиная Израиль и дистанцируясь от него, неофициально сохраняет с ним сотрудничество, то в Иране такое развитие событий воспринимается настороженно, хотя основные аспекты азербайджано-израильских отношений не являются для него секретом. Тем не менее, проблема президента Азербайджана Ильхама Алиева теперь заключается в способности выстраивать сбалансированную и чрезвычайно тонкую дипломатию с Ираном, ведь нефть и газ при президенте Трампе остаются ключевыми инструментами глобальной политики. Кстати, Алиев еще на этапе президентских выборов в США, выступая на втором Шушенском глобальном медиафоруме, говорил, что взаимоотношения Азербайджана с республиканскими администрациями были гораздо более успешными и плодотворными. К тому же, ему всегда удавалось хорошо подавать в Вашингтоне азербайджано-израильские отношения, имеющие более чем 30-летнюю историю.
Тем не менее, каспийский нефть и газ уже не играет для США той определяющей геополитической роли, каковой она являлась в 90-х и 2000-х годах. Но Баку стремится выжать максимум из всего набора инструментов, чтобы напомнить Трампу о своем значении в регионе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.